Следующий уровень гостиницы, как я и говорил, лучше всего начинать с диглом в руках. Это наиболее эффективное оружие. После того, как нам дали контроль над Максом после касцены, делаем небольшой шаг влево и стреляем боссу выше головы для того, чтобы поставить хедшот. И второму боссу точно так же. После этого спамим кнопку взаимодействия, чтобы скипнуть киллкам. Напоминаю, что для того, чтобы эффективно ставить хедшоты, нужно выключить в настройках игры автоаим. Давайте вот еще раз попробую. Вот этот босс, он довольно неприятный, потому что может кувыркаться рандомно. Здесь в сейфе лежит одна таблетка, лутаем ее, лутаем беретту. И, значит, после убийства боссов активируется небольшой таймер, по прошествии которого в дверь начинает ломиться гангстер. Для того, чтобы они нам побыстрее эту дверь открыли, мы начинаем стрелять, тем самым агрим их. Если этого не делать, то будет довольно длинный диалог, после которого они только откроют дверь. Значит, наиболее стабильная страта, как входить в эти двери. Нужно встать примерно там, где я стою сейчас, развернуться на 90 градусов и кувырком влево войти в открывающуюся дверь где-то спустя, ну, может быть, секунды полторы-две после того, как мы услышали лайн. То есть вот они на нас загрелись, эти враги. Услышали мы лайн. И вот мы на кувырке входим, убиваем вот этого врага, вот этого. Ну, на самом деле обычно одного врага нужно убить. Из-за того, что я паузой манипулировал, они немножко не в тех местах были. Вот у меня сейчас 8 пейнкиллеров, это очень хорошо. Если у нас пейнкиллеров, ну типа там 1-2, или если вообще нету, и при этом нету хп, то все очень хреново, скорее всего мы гостиницу не пройдем, нам придется подбирать еще дополнительные пейнкиллеры. Вот обычно это как-то так выглядит. Здесь опять же включаем Unlim FPS для того, чтобы скользить быстрее вниз по лестнице. Вот здесь, в этом сортире, находятся 2 таблетки, которые можно взять, но при этом придется тогда воевать вот с этими оставшимися противниками. Значит, переключаемся обратно на 100 FPS, берем дробовик и бежим вот сюда. Здесь есть 2 варианта пройти: либо на яйцах их убивать, но они при этом с большой долей вероятности по нам попадут, либо просто не выебываться и делать кувырок. Здесь опять же Unlim FPS вниз по лестнице. В этого врага можно выстрелить, можно не стрелять, в принципе покер. Здесь на углу мы стреляем в пол, для того, чтобы сагрить вот этого противника. Этих желательно убить. И вот здесь нужно снести замок на двери, для того, чтобы пройти вперед. Здесь я переключаюсь на двойные береты. Вот этого врага проще всего двойных берет убить. И вот здесь очень неприятный момент. Очень сложный сегмент, который новичкам тяжело дается. Показываю свой вариант прохождения. Берем дигл и стараемся целиться врагам выше головы, для того, чтобы ставить хедшот. Вначале вот этому. Ну, тяжело иногда получается. Здесь, после того, как мы открыли дверь, можно по пусе пройти, сделать кувырок, для того, чтобы по нам меньше попадали. Ну, либо на яйцах. Так, и еще некоторые игроки начинают вот с этого. Ну, в принципе, тогда можно и остальных всех убить, но если вы всех вот в этом коридоре убиваете, всех 4, то тогда нужно будет еще скипнуть киллкам. Значит, после того, как мы открыли дверь, вот эти вот враги выходят из этой двери. Перезаряжаться особо некогда, поэтому вот нужно тоже менеджерить патроны в дигле. Здесь крайне нежелательно получать большое количество урона, потому что нам еще следующий уровень нужно будет как-то выживать. Значит, мы выстрелили вот в этот бойлер, и он пробивает пол. Вот в этой каморке, до того, как бойлер пробил пол, активен Death Trigger. То есть в эту каморку мы заходить не можем. В нее можно заходить только после того, как бойлер полностью пробил пол. Переключаемся на двойные береты, убиваем вот этого. И обязательно огибаем колонну вот с этой стороны, потому что в противном случае вот этот шотганер, он по вам попадет, ну, практически со 100% вероятностью, если вы не сделаете кувырок. А делать кувырок — это таймлуз. В этой комнате подходим к шкафу и открываем его. Вот здесь лежат патроны для дробовика и для беретты. Их можно подобрать, практически не потратив времени, если у вас, допустим, мало патронов. То есть вот так я немножко прислоняюсь и спиной забираю. Выходим вот сюда. Здесь префайром.
Вот этот враг очень неприятный, может рандомно по вам попасть в спину. Вот, но с другой стороны, добивать его довольно тяжело, потому что нужно вот так вот разворачиваться. Ну и все, здесь в принципе конец уровня. Нужно нажать на кнопку и запустится следующий уровень.